Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня я покажу, как нам связать такой вот ажур с одним проходом каретки, а также такой ажур, тоже с одним проходом каретки, который похож на ажур, который использовал Кутюр-дом Шанель на своих моделях. Вот, на платье, на кофточке. А также могут быть связаны и брюки. Далее я это буду вязать из двойного мохера типа Аврора. Хочу сразу дать несколько советов по вязанию с мохером ажура. Я подготовила ажурную каретку, на ней я сняла вот эти щетки. Чтобы полотно не прыгало, я буду навешивать вот эти крабики на полотно 40-40. То есть ширина у меня сейчас будет 40-40 петель. Если шире немножко, то можно повесить и два маленьких груза на удлинителях. Далее я уже связала заработок и несколько рядов здесь заработок такой. Еще дам такой совет. Здесь тоже на прессе я сняла щетки и оставила только вот эти колесики. Это для того, чтобы на машине мохер не очень затирался. Итак, скачиваем файлы по ссылке в описании. Там есть файлы как для браузера, так и для Silver. Скачали файлы, потом загрузили их в машину. Включаем машину и выбираем свой узор. У меня это 918 узор. И на всю игольницу вяжем рисунок. И загорелась зеленая лампочка. Можем начинать отбор игл. Рисунок этот начинается вязание. С правой стороны идет у нас ажурная каретка. Основную каретку отодвигаем вправо по максимуму и ставим сюда ажурную каретку. Вот она прикрепилась. И у нас идет первый ряд. Первый ряд, считывающий справа налево. Вот, машина прошла первый ряд. И дальше вяжем, пока будут два пустых ряда. Здесь 4 ряда у меня. И чтобы быть уверенной, что я все перенесла, машина мне заложила два пустых ряда. Просто туда, обратно. Далее по основной каретке. Основную каретку мы должны настраивать на каждом ряде. То есть, чтобы провязать один ряд и обратно холостой ряд. Сейчас у нас нитка находится на стороне каретки, поэтому она должна влево провязываться, обратно идти холостым ходом. И включаем правую кнопку Part. Вяжем туда. Все петли провязались. Обратно у нас идет холостой ход. Вот, нитка у нас провисла. Далее опять работаем ажурной кареткой. И следим, чтобы у кого более модная каретка, та не будут отбирать последние иглы. Мне надо следить. 4 ряда. Рисунок, который нерегулярный, он имеет везде 4 прохода с переносами и 2 пустых прохода. Теперь настройки основной каретки. Сейчас нитка у нас находится с противоположной стороны
от каретки. Значит, нам надо проехать туда холостым ходом и обратно провязывать. Мы делаем переключение, переключаем холостой ход впереди, обратно полный ход. Каретка у нас, нитку придерживаем рукой наверх и обратно провязываем. Далее повторяем все опять. И 2 пустых ряда. И мы уверены, что нигде нету односторонних переносов. Опять переключаем каретку. Нам нужно сейчас, чтобы провязывалось в эту сторону. Переключаем. Нитку придерживаем рукой. Вяжем влево. Обращая внимание, в первых рядах в начале здесь иногда не провязываются. Поправили петли, и у нас теперь будет вперед холостой ход. И таким образом продолжаем вязать. В начале тут немножко, может, и надо еще добавить оттяжечку. Вот я поставлю маленький грузик посередине. Потом уже, когда это все втянется в работу, они будут хорошо провязываться. Переключение каретки. Холостой ряд. Вот. И провязались все петли. Следим, смотрим, красиво ли у нас все тут вяжется. Таким образом продолжаем, пока у нас все связано. Далее я хочу остановиться на таком вопросе про соединение. Как же с ДК это соединить с выкройкой? С выкройкой на данном случае у нас, если будет подключена только к ремню, то у нас будет очень много рядов, и мы не получим правильные команды. Поэтому я советую выбрать из гнезда вот этот штекер, на каретку поместить магнит и поместить сюда коробочку эту. Так как у нас каретка основная вяжет, делает 2 прохода за 1 ряд, значит, она сделает в 2 раза больше проходов, чем в образце, когда мы вязали. И, ну, если считать каждый ряд. Поэтому ставим в параметрах высоту образца в 2 раза выше. То есть 2 раза больше рядов в 10 сантиметрах. Ну, или там вместо 60 рядов пишем 2 раза больше. Но, нет, тут я неправильно говорю. То есть нам надо указать 2 раза больше количество рядов в 10 сантиметрах. Тогда мы можем смело вязать по своей выкройке. Далее посмотрим, как будет вязаться второй узор, который такими паучками. Я имела в виду вот этот узор, где здесь паучки более тесно с ромбами, а здесь имеются вот такие пустые, такие пустые поля. Здесь в этом узоре 2 раза в раппорте идет перенос петель в 6 рядов плюс 2 ряда, то есть 8 же, и вяжется подобно второй рисунок, только на нем есть проходы, где есть больше проходов переноса, то есть 6. В итоге 8 проходов ажурки. Итак, выбрали рисунок номер 2, выставили на первый ряд и считывающий ряд справа налево. Каретка прочитала.
И теперь делаем переносы. Смотрим крайние петли. Вот 4 ряда переносов и 2 пустых ряда. Далее переключение настройки основной каретки. В этом ряду нажимаем обратный ход пустой. Придерживаем рукой и провязываем. Далее второй раз отбираем 3 крайняя петля, 4, 5, 6. Еще 2 раза проехали. Вначале надо смотреть там, где 3, пусть они будут хорошо провязаны. Меняем настройки основной каретки на холостой и обратно провяз. Холостой ход и обратно провяз. Смотрим, как у нас провязались петли там, где было по 3. Все хорошо. И продолжаем докировку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Докировку производить желательно не быстро, но уверенно. Опять перестройка основной каретки. Докируем опять крайняя петля. Перестройка каретки. Вот уже видим, что появляется рисуночек у нас с жучками. Вот этот рисунок сейчас от этого файла вот такой вяжется. На этом сегодня спасибо. Кто смотрел, кому понравилось, девочки, прошу, поставьте лайк. Кто первый раз на канале, можете подписаться на канал, чтобы не пропустить какие-то опять новые мои выдумки. Это поможет моему каналу опять вернуться на первые высокие позиции, и у вас будут больше возможности познакомиться с новшествами на этом канале. Всем здоровья, мирного неба. Пока-пока.